доверяешь? Кто бы мне с утра сказал, что так будет, я бы уже с утра пить начал. Ваше здоровье, Стас Юрьевич. Я не могу. Мне очень хорошо. Ёшкин кот. Главная защита, не то, как ты выглядишь. Пришлось, возможно, бы мне свою жену оставить в залог. Прошлый выпуск мы закончили в городе Чолпан-Ата. Напомню, что путешествие по Кыргызстану мы начали с его столицы, города Бишкек. А потом арендовали машину и поехали вокруг озера Иссык-Куль. Мы едем в Каракол. Это такая хорошая отправная точка для нескольких маршрутов. И мы посетим два ущелья. Одно будет легкодоступное, где мы туда проедем на машине. А вот чтобы посетить другое, нам, вероятнее всего, понадобится помощь каких-то внедорожников. И на УАЗике нужно будет добраться до горных термальных источников. Вот это такой план. Не знаю, что получится, что не получится, но будем пытаться действовать примерно по такому сценарию. Ты мне доверяешь? Не доверяешь? Вот она мне не доверяет. И не зря. Итак, город Каракол. Это 4-й по величине город страны. Любителям зимних видов спорта этот город известен благодаря одноименной горнолыжке, которая работает с ноября по апрель. Но и кроме горнолыжки тут есть чем заняться. Ущелья, источники, горы, пешие маршруты. Короче, ехать стоит однозначно. Вот это вот лицо человека, который 2 дня не пил кофе. Безрадостное, безучастное. Совершенно не заинтересованное ни в чем, кроме кофе. Сейчас поправим. Еще в Бишкеке нам дали напутствие за хорошим кофе в заведение Каракол кофе. Подтверждаю, кофе достойнейший. А еще в кофейне висит карта, где булавами отмечены города и страны, откуда посетители кафе родом. Ну вы понимаете, да, что колоссальный интерес иностранцев к Кыргызстану можно в прямом смысле слова увидеть. За второй чашкой кофе мы выбрали отель и поехали на разведку. Так, ну что, мы вроде выбрали отель. Он здесь недалеко, вот прямо от Каракол кофе метров 500 карта показывает. Мы поедем, мы не будем пока бронировать по букингу, мы поедем просто. Вот, потому что бывает такое, что цены дешевле. Вот, и сейчас проверим. Как оказалось, стоимость не была дешевле. Благодаря нашему Genius статусу на букинге стоимость была на 15% ниже той, что предлагали прямо на ресепшене в отеле. Ну что, давайте смотреть, что нам досталось за 2000, сколько-то там сом, я не помню сколько. 2007 сом. Чайник, телевизор, большая кровать, большой шкаф, какие-то картины, вид. На советскую постройку. Да, будем изучать историю. И очень большая ванная, там прямо какая-то нереально огромная душевая. Пам-пам. Вот. Вот она прямо 1,5 на 1,5 метра. Очень большая. И фен, господи, хороший ты мой, как я скучала по фену. В отеле засиживаться мы не стали. Слишком много мест мы запланировали посетить. И первый пункт – поселок Жыты-Огуз. Ехать нам 33 километра, но по навигатору час 4 минуты. Хочу самсу. Будем смотреть, найду я самсу по дороге или не найду. Остановлюсь я около этой самсы или нет? Вот это да, вот. Когда ты сам водитель, можешь сам решать, когда ты хочешь самсу. А когда ты пассажир, вот водитель решает,
будешь ты сегодня есть или нет. Сегодня меня катают, я сегодня за штурмана. Вот кто бы мне с утра сказал, что так будет, я бы уже с утра пить начал. А то берег свою трезвость, что меня тут за руль посадят. Вот так вот. Уточняйте планы заранее. Примерно час в дороге, и мы приехали в поселок Жыты-Огуз. Его открывает скала «Разбитое сердце». А дальше будет кровавая легенда. Давным-давно жила, очень красивая девушка. Все к ней подкатывали, но ее сердце было как скала. И приехали два лучших друга джигита. И, как назло, оба ей приглянулись. Выбрать кого-то одного она не смогла. Естественно, дальше была дуэль, на которой оба парня трагически погибают. А девушка с горя, поняв, что уже точно не найдет свою любовь, вырвала из груди свое сердце, и оно превратилось в разбитую скалу. А с другой стороны от разбитого сердца расположился еще один интересный объект с, конечно же, кровожадной легендой. Итак, два враждующих хана. Один у другого крадет красотку-жену. Муж требует ее вернуть. Второй хан хитрый и понимает, что муж не уточнил, живой ее нужно вернуть или мертвой. И закатывает пир на 7 дней, каждый день зарезая по быку. А на 7-й день была зарезана и жена. Там, где брызнула ее кровь, образовались те самые 7 голов быков. Но, к слову, когда жена была зарезана, кровавые реки хлынули в долину, и злобный хан утонул. Кстати, после 7 быков дорога не обрывается. Она ведет в долину Кокжаик. Это шикарный пеший маршрут, но можно и на машине прокатиться. Вдоль дороги течет бурная горная река. Вокруг буквально нависают скалы или холмы. А потом все горы расступаются, и вы попадаете в долину Кокжаик. Кстати, она является одной из главных джайло в этом районе. И да, вам не послышалось, именно джайло. Но ничего общего с поп-певицей это не имеет. Джайло переводится как «летнее пастбище». Сюда выгоняют домашний скот, и они тут целое лето тусуют, едят травку, дышат горным воздухом. Красота, короче. Совет путешественникам. Закладывайте на это место день, если хотите пройти пеший маршрут на своих двоих. И возвращайтесь к закату, к 7 быкам. В это время солнце максимально ярко подсвечивает их кроваво-красный цвет. Фотки отсюда будут вах какие!
В общем, какая ситуация у нас произошла сейчас на заправке. Мы ехали с ущелья. У нас бак почти пустой. По дороге почти у всех заправок был только 92-й, а мы заправляемся 95-м. Вот на въезде в Каракол нашли заправку, где есть 95-й. Ну и, соответственно, пошли заправляться. Начинают заправлять. Я показываю им карточку. Говорю, карточкой же можно заплатиться? Но ожидая услышать положительный ответ. Говорит, карта? Нет, нельзя. Как бы, вы что? Вот. Я в карман. У меня в кармане 320 сом. Я говорю, стопе, тормози. Он говорит, как тормози? Мы уже стартанули. Я говорю, стой. Я говорю, все, денег нет. Он остановился. Я говорю, сколько? 650. Ну все, беда. Что, у нас 320 сом залили на 650. Что делать? Идем в машину, начинаем перерывать все, что есть. В итоге расковыриваем документы, где у нас лежат права. Там заначка осталась для возвращения в Турцию. Там буквально 80 лир. Ну, то есть за 80 лир это примерно 800 сом. Я прихожу к ним, говорю, ребята, можно я вам в залог оставлю лиры? Понятно, что даже предлагать им расплатиться лирами, ну, это совсем рублями еще бы куда ни шло, но рублей даже нет с собой. Вот, они говорят, это что? Я говорю, лиры. Это сколько на наши? Я говорю, ну, 800 сом. Точно? Я говорю, точно. Говорит, ну ладно, говорит, давай оставляй, говорит, это, и едь за деньгами, просто здесь пока останется, все нормально. Могло бы, пришлось, возможно, бы мне свою жену оставить в залог, я этого очень не хотел. Но не телефон же оставлять. Правильно, телефон дороже, что жена-то как бы, пускай остается. Вот зараза, а? Вот капец. Ну вот, я снова вернулся на заправку, чтобы уже дозаправиться по-нормальному. Знаете, это вам на подарок. Будете в Турции, на это можно вкусный кебаб взять. Все, спасибо большое. Вам спасибо, что пошли навстречу. Вечер насыщенного дня мы запланировали в ресторане, который нам тоже рекомендовали еще в Бишкеке. Так, ну что, мы пришли вот в такой вот ресторан, запоминайте, это очень прямо рекомендуемое всеми место, и мы прямо убедились, да, что это действительно так, стоит его рекомендовать. Стас Юрьевич, так вообще в шоке от цен. Ну, я пока не попробовал, поэтому пока ты заранее, конечно, говоришь. Вот когда попробуем, то 100% скажем. Ну, от цен-то точно ты в шоке, Ну да? да, я ожидал X2 просто к ценам, потому что ты писал, такие дорогие цены, что? Где дорогие? Ну, может, процентов на 10 дороже, чем в забегаловках. Но все-таки здесь обслуживание и антураж. Так, сейчас живая музыка иногда бывает. Такой вот антураж тут, да. Если посмотреть, например, на первые блюда, вот здесь всякие супы, и вот смотрите, для понимания, сомы это примерно 0,9 от российского рубля, и вот смотрите, там 50 сом, 100 сом, 125, 140, 140, 150, 150, ну и так далее. Вот тем, кто хочет лошадку попробовать, вот, они тут есть. Дальше есть прям отдельная страница с говядиной. И тоже, вот смотрите, цены очень недорогие, при том, что граммовка, она огромная. То есть, смотрите, 350 грамм и 160 сом. Это что-то типа котлеты с рисом и пюре. Ну, в общем, вы поняли, мы в восторге не только от местной кухни, но и от цен на нее. Мы же тут поняли, что не засняли подачу, но она была настолько вкусной, и настолько прямо блюда оказались вкусными, что мы сразу накинулись, и это было очень вкусно. Очень. Я не могу. Мне очень хорошо. Итак, финальный счет за все. Всего лишь. Включая чаевые 10%, они уже в цене. Да, тут в основном включают чаевые 10%. Но обслуживание, это называется сервисный сбор. В общем, праздник на моей поляне длился недолго. Мы выехали из хорошего, комфортного отеля с белыми простынками и феном для того, чтобы что? Пойти в ущелье Алтын-Арашан, пройти его все, и якобы там
Дальше будет вся инфраструктура, там будут юрты, там будут какие-то гестхаусы. В общем, там, по идее, мы проведем ночь. А еще там есть источники. Вот. И если погода позволит, будем там купаться. Ну найди мне юрту с феном, пожалуйста. И с туалетом внутри. Impossible. Ну понятно, да? В общем, у меня сегодня стресс будет. От этого стресса я взяла с собой бутылочку кинзмараули в рюкзачке. Который мне нести. Да, он понесет рюкзак. Я несу только дрон. И свой позитивный настрой. Он очень тяжелый. Его надо нести. В общем, что-то будет. Алтын-Рошан – это ущелье, которое заканчивается красивой живописной долиной. Отправная точка – это деревня Теплоключенко, она находится совсем рядом с Караколом. Машину бросаем в деревне в крайнем доме. За 200 сом договорились с местными, что машину запаркуем на их территории. Ну, чтобы под присмотром было. Мы стартуем. Стартуем из самого подножья. Идти нам примерно 15 километров. Стас Юрьевич утверждает, что это часа 4. Мои личные индикаторы говорят, что это часов 7. У нас разная скорость ходьбы. Еще из интересных моментов. Время начала мая. Я только что спросила девушку, у которой мы припарковали машину, а есть ли там клещи? Ожидая, что нет, какие клещи, вы что? Она говорит, конечно, есть. Я говорю, хорошо, второй вопрос. А там в кустики надо ходить или там оборудованная тропа? Она говорит, ну тропа оборудованная, но ходить в кустики. Соответственно, мой вариант – не пить воду. Потому что не пить воду равно не бегать в кустики. А значит, никто меня не покусает. Надеюсь. Главная защита, а не то, как ты выглядишь. Ёшкин кот. Что с этим делать? Ну это надо. Это надо, да. Давайте прикинем, что нас ждет. 15 километров пути пешком вдоль горной реки по ущелью. Перепад высоты с 1500 до 3000 метров. И горячие источники в конце пути. А еще по прогнозу погоды обещали дожди, но мы проигнорировали прогноз, ведь на протяжении предыдущих дней дождь тоже обещали, но он так и не случился. Как же мы ошибались? Сейчас как бы у нас ситуация такая, что там, куда мы идем, там туча и явно дождевая. А обещали грозу. Сначала мы думали, что нам показалось. А сейчас мы уже достаточно отчетливо слышим гром. И мы все равно идем. Поднялся ветер. Давай одеваться. И небо не радует. Помнишь, ты спрашивал, доверяю ли я тебе? Что я тебе ответила? Не очень. Я тебе ответила нет. Очень там вообще не присутствовала. В общем, поднялся ветер. Настолько сильный, что я иду без солнца, но в очках, потому что периодически забрасывает песок с дороги в глаза. И чем дальше мы идем, тем темнее становится. Очень неприятно. Так. У нас стало существенно холоднее. Пока солнца не видно. И просвета в погоде тоже.
Естественно, пошел дождь. Ёшкин кот! Чтобы погрузиться в ту тревожную атмосферу, предлагаю послушать то, что слышали мы в тот момент. Раскаты грома и грохот горной реки в ущелье. В общем, ситуация такая. Дождь не заканчивается, поэтому смену одежды мы пока не переодеваемся. Камера запачкалась, но ничего. Вот так вот это примерно все выглядит. Грязное, мокрое. Поэтому у нас есть только один выход, как согреться. Семизвездочный выход. Вкусно пахнет. Я вот не хотела сюда идти. Есть что закусить? Банан, Банан, давай. орешки. Давай банан. Где-то в Кыргызстане, в горах, в ущельях. Идет дождь, гроза. А ты с коньячком и закусываешь бананчиком. Зато с каким видом? Вообще вид шикарный. Ой, ваше здоровье, Стас Юрьевич. Хорошо. Что-то сколько? 0,2? Маловато взяли. Примерно через 500 метров у меня проснулась горная болезнь. 10 минут я не могла вдохнуть воздух, от этого нахлынула паника, а от паники удушье становилось еще сильнее. Страшно было то, что вокруг ни души, помощи ждать неоткуда. Чуть позже местные рассказали, что коньяк помог это пережить. Оказалось, что именно коньяк, в отличие от другого алкоголя, в разумных дозах понижает давление. Это как-то влияет на общее самочувствие на высоте и помогает пережить горняшку. В общем, Минздрав не рекомендует, а я однозначно рекомендую. Я поменяла комплект одежды. Как вы понимаете, он снова промок. Сука. А по традиции у нас после дождя что? Правильно, град. И вот спустя 15 тяжелейших километров пути мы наконец дошли до долины Алтын-Арашан. Мы зашли в первый попавшийся дом, который оказался хостелом. Там уже жила пара из Канады, из США и пара из Великобритании. С ними-то мы и приговорили кинзмараули, остатки коньяка и даже сходили за добавкой к соседям. На утро нам предстояло изучить источники и выбираться обратно, но об этом уже в следующей заключительной части. Подписывайтесь, жмякайте на колокольчик, чтобы не пропустить самый эпичный спуск с гор, который когда-либо был у нас в жизни.